Всем здорово! Если ты увлекаешься уличной фотографией и тебе нравится это дело, но качество твоих работ тебя не устраивает, то послушай парочку моих советов, и ты начнешь делать это намного лучше. А в это время не забудь подписаться и нажать на колокольчик. В общем, погнали! Итак, первое правило. Ведущие линии. Как мы это используем? Ищем любые линии, которые будут вести к объекту на кадре. К примеру, это могут быть дороги, это могут быть заборы, это могут быть даже потоки из людей. То есть это правило распространяется на любую линию, которая ведет к нашему объекту. Поэтому мы ставим объект нашей съемки чуть дальше, и линия должна подводить к нему. То есть объект может находиться в центре композиции, либо на одной из третей, как в примерах на фото. Второе правило – это фрейминг или рамочная композиция. У нашего кадра есть рамки, которые заканчиваются в пределах холста. Но в пределах этого холста мы можем сделать еще одни рамки. К примеру, вот мои пальцы. Они уже создают рамки и обрамляют мое лицо. Поэтому композиция смотрится более интересно. Более детальные примеры вы можете увидеть на этих фотографиях. Третье правило, которое мы будем использовать, это паттерны. Паттерны очень популярный прием, и он очень клево делает нам композицию. К примеру, паттерном может служить античные колонны. Либо это может быть один повторяющийся рисунок на холсте. К примеру, куча поцелуйчиков на холсте – это и есть паттерн. Его вы можете использовать для улучшения композиции, так как вы разгрузите взгляд зрителя, и зритель сможет сконцентрироваться на композиции кадра. Примеры вы можете увидеть на этих фотографиях. Четвертым правилом у нас будет принцип контрастности. Принцип контрастности, он на самом деле является очень простым и используется довольно часто. Контрастность бывает как яркостная, так и цветовая. Также я считаю, что контрастность бывает по форме текстуры. К примеру, у нас может быть текстуристый объект на гладкой поверхности, либо наоборот. Но зачастую в основном принцип контрастности используют, когда хотят показать яркость. К примеру, это может быть невеста в белом платье на черном фоне. Либо наоборот, жених в черном костюме на белом фоне. Понимаете, если у нас основная масса фотографий будет занимать черный цвет, и вот такая маленькая точка будет белой, то эта белая точка 100% привлечет наше внимание. Вот так работает принцип контрастности. Поэтому примеры в студию. В общем, если тебе было полезно это видео, не забудь подписаться, нажать лайк и нажать на колокольчик. Также оставляй комментарий с правилами, которые знаешь ты. Возможно, они будут кому-нибудь полезны, а возможно, будут полезны и нам. Если у тебя есть какие-то вопросы, пиши их тоже в комментарии, и мы снимем по этим вопросам видео. До новых встреч на канале Фотикус. Пока!